Привет! Пришло время рассказать, как тюнили многопоточку. Чтобы ты наконец разобрался со всеми этими volatile и не ловил панику при словах типа когерентность кэшей. База многопоточности из первого видео – это база, а в этом видео оптимизация, то есть то, что индустрия сделала, чтобы база работала быстрее. Погнали! На каком уровне должны находиться оптимизации, чтобы страдала вся индустрия? Что я имею в виду? Вот, например, почему поток B может вывести 0, если флажок ready уже установлен? Корень этой проблемы в оптимизациях на самом низком, процессорном уровне. Пойдем, я покажу тебе, насколько глубока эта кроличья нора. Процессор – вещь чуть более сложная, чем принято считать. Выглядит он примерно так. Не бойся, смотри. Вот это интегрированная графика. Она нам нафиг не нужна. А это дисплей-контроллер для вывода изображений. На него можно тоже не обращать никакого внимания. Здесь блок системного агента, который управляет внешними устройствами. В нем, кстати, находится контроллер прерываний из предыдущих видео. И твое счастье, сегодня он нам тоже не интересен. Посередине кольцевая шина. Она тупо возит пакеты, чтобы все могло общаться. Просто прими ее существование как факт. Вот эта штука сверху – контроллер для оперативной памяти. Ты будешь удивлен, но и он толком не роляет. Можно вообще забыть про оперативную память. Все проблемы происходят раньше, пока данные еще болтаются внутри ядра и не разошлись по кэшам. Вот тебе первый инсайт. Чуть позже поймешь. А дальше у нас остались 4 ядра и синенькая херота между ними. Вот синенькая херота – это L3 кэш, а ядра – это то, куда мы сегодня заглянем. Если уже здесь к тебе приходят мысли, а нафига мне все это знать? Я ведь просто пишу высокоуровневый код на любимом фреймворке. То я поспешу тебя расстроить. Разработчики процессоров прекрасно понимали, что никто, кроме них, упарываться в оптимизации не будет. Поэтому все оптимизации работают из коробки. А от гарантии у тебя осталась лишь жалкая локальная согласованность. В однопоточных программах это окей, а в многопоточных нет. Вот тебе талмуд, в котором написано, как точечно вырубать оптимизации, чтобы давать себе необходимые гарантии того, как будет выполняться твоя программа. Пойдем дальше. Мы только начали. Вот этот кусок платы – одно ядро процессора. Похоженькая на L3 кэш – это L2 кэш. Рядом поменьше L1 кэш. Вот он уже делится. То, что слева кэш для данных, а то, что снизу для инструкций. По центру сверху блок управления памяти, внутри которого кроме L1 кэша данных есть еще и некие буферы записей. В кэш для инструкций попадает процессорные инструкции твоей программы. Блок рядышком декодирует процессорные инструкции на совсем уже микрооперации. Еще левее блок планировщика, который планирует вычисления микроопераций и сохраняет результаты. А выше него Execution Units – рабочие лошадки, которые и занимаются вычислениями. Поздравляю, мы дошли до самого низа. Дальше только нули, единицы и транзисторы. Теперь будем сворачивать этот клубок обратно. Смотри, в блоке Execution Units есть маленькие однотипные функциональные блоки, которые позволяют выполнять много вычислений параллельно, внутри одного ядра. Для вычислений нужны данные из соседнего блока управления памяти. А они никогда не приходят вовремя. То кэш промахнулся, то зависимость от предыдущей инструкции, то вообще надо лезть в память. Поэтому половина этих рабочих лошадок тупо ждет. И это нормально. Опять же, поэтому планировщик загоняет микрооперации пачками. И нет никакого порядка в вычислениях. Сплошной хаос. Что вычислилось раньше, то вычислилось. Но это не страшно. Потому что важно, в каком порядке планировщик будет коммитить их в память. То есть официально сохранять результат. При сохранении он гарантирует, что результаты будут выглядеть так, как будто бы все шло строго по порядку. Как в твоем наивном коде. Этот механизм называется ROB – Reorder Buffer. Его суть – выполняем инструкции как угодно, зато сохраняем в строго гарантированном порядке. Можешь блеснуть этим на собеседовании. Получается следующая картина. Ты пишешь в программке
ABC, Execution Units вычисляют BCA, планировщик восстанавливает порядок и сохраняет ABC. Так откуда же тогда проблемы, если такой прекрасный механизм гарантирует последовательность? А проблемы, мой дорогой, оттуда, что сохраняет он в буфер. Даже не в L1 кэш, в буфер. В блоке управления памятью, я хрен знает где именно на схеме, но есть буферы записи. Место, в котором данные как будто уже записаны, но на самом деле нет. Из буфера результаты должны попасть в L1, потом в L2, потом в L3 кэши, и только потом они станут видимы другим ядрам. Вот на попадании из буфера в кэши все проблемы. Это происходит не сразу, а асинхронно. И не обязательно в том порядке, в котором записи были закомичены в буфер. То есть здесь порядок снова ломается. А происходит это потому, что процессорный кэш не помойка как буфер, а согласованная система. Или более умное слово – когерентная система. Даже L1, L2 локальные кэши ядра – части этой когерентной системы. И чтобы ядру туда что-то записать, ему нужно соблюсти требования по протоколу типа MISI. Суть протокола в когерентности кэшей. Вообще, сам кэш разделен на мелкие коробочки, каждая из которых обычно по 64 байта. Они называются кэш-линии, их десятки тысяч. У каждой кэш-линии есть свое состояние, которое в ней же и записано. Протоколы обычно и называются по первым буквам возможных состояний. Например, MISI. M значит Modified, кэш-линия занята конкретным ядром, и ядро изменило данные внутри. И это Exclusive, занято ядром, но ядро внутри ничего не меняло. S это Shared, что значит доступно для чтения нескольким ядрам. И I это Invalid, что значит устарело, не использовать. По кольцевой шине или другому механизму общения ядра гоняют друг другу запросы, получая подтверждения или ответы и обновляют свои кэши. Все нюансы этого протокола описывать смысла не вижу, но маленький пример чисто для наглядности приведу. Допустим, ядро Core 2 хочет получить доступ на чтение кэш-линий. А у кэш-линий состояние Modified, занятое ядром Core 1. Core 2 отправляет запрос по шине, Core 1, получив запрос, понижает состояние с MDS в своем L1 кэше и отправляет копию данных в Core 2. Core 2, получив данные, ставит у себя в L1 кэше состояние S. L3 кэш, кстати, Core 1 обновит не сразу, и вот тут работает магия протокола. Если какой-нибудь Core 3 тоже захочет эту кэш-линию, он увидит старое значение M в L3 кэше. Отправит запрос в Core 1, тот пойдет в свой L1 и там увидит самое актуальное значение. Но если из L1 оно уже вытеснено, значит в L2 самое актуальное. А если из L2 вытеснено, то Core 1 пойдет в L3, и вот в L3 будет уже новое значение S, а не старое, которое увидел Core 3, когда отправлял запрос по шине. И дальше как в первом случае. А если в тот же момент времени какой-нибудь Core 4 захочет получить эксклюзивный доступ на эту кэш-линию, то спустя пару десятков сообщений по шине система придет в согласованное состояние. Собственно, как и в любой распределенной системе. Главное требование любого протокола когерентности кэшей – в один кэшлайн может одновременно писать только одно ядро. На кэш-линию нужно получать эксклюзивный доступ, то есть сказать всем другим ядрам «это мое» и дождаться, пока все подтвердят. Разные записи в буфере ждут разное время, и более поздняя может залиться в кэш раньше, просто потому что ее кэш-линия оказалась свободна раньше. В итоге получается прекрасная картина. Ты пишешь в программе ABC, ядро CPU вычисляет BCA, ROP восстанавливает порядок и сохраняет в буфер ABC снова, в кэш приходит из буфера BAC, если повезет, и другие потоки твоей программы видят так, конечно же, как пришло в кэш. И когда B уже новое, а еще старое.
Как видишь, оперативная память в этом цирке не играет никакой роли. Все ломается гораздо раньше. Поэтому наш пример и ведет себя так. Как с этим бороться, я расскажу в следующем видео. Подписывайся. Если досмотрел до конца, ты молодец. Следующие пару дней можешь смело позалипать в ТикТок, мемы, почитать глупых статей про процессы в IT или про AI-агентов. Короче, подеградируй и возвращайся. Пока.